Привет, дорогие друзья! Привет, лучезарный свет Вселенной! Приятные очень комментарии под прошлым раскладом. Итак, сегодня звездная пара. Мужчина, женщина. Здесь пара, которая не имеет возможности физически взаимодействовать, находится на расстоянии, либо находится в разных мирах, либо находится, ну, в общем, здесь между двумя людьми нет как бы тривиального физического взаимодействия. Мысли, чувства мужчины по отношению к своей женщине. И женщина. Этот расклад могут смотреть как мужчины, так и женщины. Имейте в виду, если с вами резонирует, если вы мужчина, резонирует мужская сторона, смотрите женскую. И то же самое девочки. Если с вами резонирует женская сторона, смотрите мужчину. Если нет, то, в общем-то, расклад не ваш. Еще я хотела бы поделиться с вами информацией о великом замысле и сказать, насколько вообще все велико, что окружает человека. Человек по своей сути невежественен, особенно сейчас. То, что большое количество звездных пар оказалось вот в такой ситуации, является благом и работой над предыдущими ошибками. То есть в этот момент, в это время были учтены некие факторы по звездным парам. И вполне возможно, что в этом и есть некий замысел, а возможно здесь есть провидение, чудесный, волшебный процесс, в который мало кто верит. Это является даже мифом для звездных братьев, но есть такое провидение. В чем большой плюс этого? Что всех раскидали в разные стороны, да, на разные временные ветки, в разные миры, в абсолютно разные родовые клетки, да. В чем плюс огромный? В том, что когда как раз-таки один или другой, или оба доходят до определенного виброэнергопотенциала, и в поле появляется как бы вот эта вот идентичная энергия, то как раз-таки вот это вот очищение, соединение и слияние, да, оно намного эффективнее, намного продуктивнее и быстрее, нежели когда люди как бы встречаются вместе. Когда такие, в общем-то, встречаются, это больше похоже на два каких-то реагента, которые при взаимодействии, в общем-то, начинают пылать, кипеть, гореть, а кое-кто и взрываться, да. И такой образ взаимодействия, он опасен тем, что это может растянуться на года. А когда люди, так скажем, каждый сам с собой разбирается, то при встрече они начинают взаимодействовать, они начинают ладить, потому что они как бы каждый в своем мире прошел вот эту вот
мощную трансформацию, он уже стал целостным. Он уже прошел и выбросил весь тот ложный хлам, который у него был. И когда они встречаются, они гармоничные уже в самом начале общения. Ну, в общем, вот так. Итак, мысли звездного мужчины по отношению к своей звездной женщине. Сегодня у нас довольно-таки либо момент хороший, это расклад на здесь и сейчас. Каждый, кто увидел этот расклад, это для вас на момент здесь и сейчас. Здесь у нас выходят влюбленные, шестерка жезлов и паж пентаклей. Значит, мужчина здесь уже пришел к тому пониманию, что то, что появилось в его жизни, это его родное, это близкое ему. То есть по влюбленным я бы сказала, что здесь как раз-таки в мужчине вот эти вот балансируются, да, они уже начали взаимодействовать, эти две энергии, то есть пазлики, они сошлись. И здесь по пажу пентаклей мужчина понимает, что это некое новое начало, и он этим горит. То есть здесь по шестерке жезлов я, в общем-то, буду идти. Человек, мужчина, принимает здесь решение, он четко осознает, что, кем для него является эта женщина, что она ему дает и что с ним происходит. То есть, как бы там ни было, это новое начало. И здесь принято решение идти, в общем-то, вперед до конца, не отвернув лица, да? Вот так. Мужчина четко здесь понимает, что как бы они разные, да? То есть визуально вполне возможно, да, там визуально или как-то по другому определению разные. Но здесь мужчина страхи свои по шестеркам, по шестерке жезлов, он преодолевает. То есть здесь мужчина пришел к своей гармонии в мыслях. И все то, что его беспокоило, оно, в общем-то, потихоньку уходит. Поскольку какая бы разница ни была визуально, это только лишь как бы восприятие, ложное восприятие, которое приобретено здесь под ложным мира ощущением. Все. Мысли женщины по отношению к своему звездному мужчине. Женщина здесь вообще встала на новый путь. Здесь у нас идет пятерка пентаклей, колесница и тройка пентаклей. То есть женщина четко знает, что это ее новый путь. И она в целом уже идет. Как бы, да, отправная точка, она началась. И она идет смело, открыто. Здесь вообще даже не то, чтобы смело, здесь вообще спокойно. Здесь энергия, здесь идет гармонизация, есть какие-то такие бурлящие, да, то есть как... А здесь абсолютно как бы тотальное спокойствие. То есть здесь спокойное начало движения к новому. И вот в этой паре по дополнительным картам вполне возможно, что здесь люди, они как бы друг за другом наблюдают. То есть здесь есть момент наблюдения. Либо
ну, наблюдают по-разному. Опять-таки, да, по-разному. Кому там интернет в помощь, кому там телепатия, внутренний взор, кому как, да. Но здесь как бы люди, которые наблюдают друг за другом. И женщина уже отправляется в это новое, то есть она уже отправилась, она повернулась, все, точка с прошлым, здесь все закрыто, и у нее началось движение в новое. И вот мысли у нее как раз-таки по этому новому. Для нее открывается новый мир, новая жизнь. Единственное, что она здесь думает, вот ее звездный мужчина как бы войдет в эту новую жизнь или нет. То есть вот так она здесь думает. Что здесь у нас среднее? Средняя у нас здесь выходит смерть, королева жезлов, пятерка, ой, королева мечей, пятерка мечей и звезда, то есть смерть по смерти. Уходят мечевые вот эти вот негативные аспекты. Это среднее вот из этих двух мыслительных энергий. Среднее, то есть здесь разрушены мечевые энергии, когда убегали, когда с чем-то боролись, когда чего-то, в общем-то, боялись, старые какие-то паттерны мышления, поведения, да, вот с этим здесь закрыто, с холодностью, в общем-то, какой-то по королеве мечей это еще догматичное такое суждение и размышление, да, то есть это вот, это все по смерти уходит, у кого-то уже ушло, да, то есть здесь уже все, точка. И что, чем это все закрывается? Это закрывается звездой, то есть два человека здесь как бы идут, я бы так сказала, да, с разных сторон к одному, к одной цели, вот так. Что здесь в чувствах звездного мужчины по отношению к своей звездной женщине? Шестерка пентаклей, королева чаш и восьмерка чаш. Мужчина в своем сердце, вот, как бы это ясное продолжение его, в общем-то, мыслительного образа, да. Здесь мужчина готов учиться любить. Здесь мужчина готов открывать свое сердце и учиться этому, да, потому что мы все этому учимся. После того, как мы закрылись, начинаем открываться, мы этому учимся, избавляясь, вот опять-таки, да, по восьмерке чаш, от страхов, от предрассудков, от прошлого какого-то опыта, да, от желания как бы подвести одно к другому. В каком смысле? Да, вот так вот уже было, это уже так начиналось, а потом все вот так вот закончилось. То есть вот здесь учиться любить, открывать, в общем-то, свое сердце. И открывать сердце кому? Вот здесь вот в сердце у него живет, в общем-то, его звездная пара. Любимая женщина. Женщина, которая, в общем-то, у которой он готов и учиться, и здесь еще, знаете как, мужчина здесь как бы принял тот факт, что в его сердце обитает женщина. Прекрасная, любимая, открытая, чистая, светлая, как, в общем-то, свежий ветерок, да. Вот здесь он с этим смирился и принял этот факт, что там живет, в общем-то, женщина, любимая женщина. И он учится с этим жить, это принимать. И готов отпускать
и уходить от того, что мешает вот этой женщине жить в его сердце. Ну, я надеюсь, это понятно, да? Это немножко метафорически, но я думаю, понятно. Что у нас женщина содержит в своем сердце по отношению к своему звездному мужчине? А здесь у женщины в сердце живет мужчина. Здесь у нас выходит король чаш, 8 пентаклей и справедливость. То есть она знает, что в ее сердце живет вот этот вот любимый мужчина. И как это сказать, мысль ушла. Она не то, что он просто там живет, и она ему не мешает, да, он там живет, она как бы это знает, она знает, что это он там живет по справедливости, да. Здесь, в общем-то, человек больше занят как бы своим состоянием, да, и здесь человек, женщина, она знает, что ее состояние, оно отражается на состоянии мужчины. И здесь вот смотрите, здесь 8 чаш, она компенсируется 8 пентаклей. То есть женщина, она знает, что ее состояние, оно отражается на состоянии мужчины. И она свое состояние как бы трепетно к нему относится. Она его поддерживает на высоком уровне, давая возможность этим состоянием силу, энергию для того, чтобы мужчина подтягивался и имел как бы ресурсы на свои вот это вот обучение, проработки, отпускания, победы. По справедливости уравновешенная женщина, и она здесь все прекрасно понимает. Опять-таки, здесь у нее вопрос. Она без каких-либо притязаний на мужчину, поддерживая свое состояние, она знает, что тем самым дает возможность мужчине, но между тем женщина здесь, как бы наблюдая за мужчиной, она задается неким вопросом, да, а что как бы дальше, куда двинет этот мужчина, двинет этот человек. То есть она прекрасно понимает, что мужчина здесь, пройдя трансформацию, страшный суд, ему должно выйти в состояние императора и мага. Вполне возможно, так и задумано, да, потому что вот эта вот карта, две, император и маг, это высокий духовный уровень и открытие как бы очень мощных закладок. Способностей это одно, да, то есть того, что заложено, но здесь еще какие-то мощные закладки. И ей как бы хочется, чтобы вот мужчина, он это в себе раскрыл.
и она его не беспокоит. То есть здесь же женщина, она не отвернутая от мужчины. Ни в коем случае. Здесь женщина, понимая, что нужна свобода мужчине для того, чтобы не создавать напряжение, через которое идет как бы обратное действие, то есть наоборот отталкивает, да, и замедляет вообще все в целом процессы, то есть переводит как бы на другую, в общем, с плюса на минус, да. Вот здесь женщина просто спокойно пребывает в себе, в своем состоянии, в своей жизни, идет по своему пути и по справедливости давая вот мужчине, как бы зная, в общем-то, что у нас среднее здесь из двух чувств. Вот здесь у нас очень интересно выходит король чаш, сила и король, король жезлов, сила и король мечей. И я попросила дополнительно, что здесь у нас означает король мечей. Здесь выходит башня. То есть вот здесь у нас вышла смерть на королеву мечей и пятерку мечей, да? А здесь у нас выходит башня на короля мечей. То есть как раз таки вот здесь общее направление идет к тому, что все ложное, все холодное, все закрытое, все то, что отворачивает и мужчину, и женщину от состояния безусловной любви, от состояния гармонии, оно все тотально разрушается. Благодаря тому, что каждый идет в одном, как бы, к одной точке, да, с разных точек, с разных направляющих, но в одном, как бы, к одному единому, то есть к соединению, да, к нужной, скажем так, точке, выбирая правильный вектор движения. Что по действиям? Мужчина к женщине. Здесь у нас выходит король пентаклей, четверка мечей и иерофант. Не столько здесь по действиям на момент здесь и сейчас, сколько на принятие своего собственного статуса и божественного провидения, да, то есть некой судьбоносности. И человек здесь, мужчина, находится в доверии пространству. В доверии пространству. Вот мне интересно, это доверие, оно куда распространяется? Это доверие или... Нет, это доверие. Это доверие и ожидание, как бы, не то что ожидание, а понимание, что должен быть какой-то вот импульс, да, и через этот импульс готовность по тому, как этот импульс поступит, в общем-то, действовать. И здесь мужчина уверен, что так оно и будет. И действовать куда? По королю пентаклей, то есть выходить в статус, в общем-то, человека надежного для женщины. Так. Я не буду говорить здесь, от меня вы не услышите, что здесь по королю пентаклей человек хочет там жениться, креститься, расписаться, нарожать кучу детей. Этого я не буду говорить, потому что это опять-таки ложное. То есть здесь
человек готов брать на себя ответственность. Но это еще не император. У женщины. Ну, здесь у нас 4 пентаклей, королева жезлов и туз чаш. Женщина здесь интересна. Интересно, насколько оправдано будет ее, так скажем, вложение, наверное, так. Да? Звучит, конечно, стрёмно, но насколько вообще это все вот это вот будет оправдано. Но это не то, чтобы это просто любопытство. Это не то, что она там денно и ношно об этом как бы переживает. Она здесь вообще в целом не переживает. Она идет своей дорогой, своим путем. И здесь женщина знает о том, что в целом, даже если вот звездная ее пара не очухается в какой-то момент, да, или окажется каким-то, ну, тормозом, да, или выберет какой-то другой путь, она здесь и к этому как бы готова, то она четко знает, что у нее, в общем-то, варианты, и ей бы, конечно, бы хотелось, чтобы вот непосредственно ее звездная пара. Но она знает, что, в общем-то, у нее будут и другие варианты. Ей просто любопытно, насколько это будет, в общем-то, оправдано. Но сердце свое она не закрывает и не закроет, в общем-то. Она пребывает здесь в своих процессах. В творчестве, в какой-то коммуникации. Довольно активная. Активная, огненная и, в общем-то, никуда не спешащая, да, то есть неторопливая. Что у них общее? Общее у них здесь солнце. Солнце, которое озаряет опустошение неких... В общем, она здесь озаряет разочарование и фантазии ложные. Да? Вот здесь вот это солнце выходит. Но здесь есть какая-то заковырка в этом. Говорит, что в какой-то момент мужчина будет готов двинуться навстречу женщине. Навстречу женщине. Но здесь мужчина выходит рыцарем чаш. Но я спросила, насколько здесь, пребывая вот в этом состоянии рыцаря чаш, нужно двигаться к женщине, да? Здесь нам показывают двойку чаш. Нужно двигаться, потому что это тоже некая такая отправная точка для роста, видимо. Почему здесь выходит рыцарь чаш? Потому что в какой-то момент, видимо, импульс, которым пространство даст зеленый свет вот этому мужчине, будет некая такая нахлынувшая
волна, может быть, воспоминаний, потому что здесь выходит некий такой страх потери. Потеря этой женщины, потеря времени какого-то, да, упущенного какого-то поезда, что вот если не сейчас, то, в общем-то, уже никогда. Несмотря на то, что здесь человек будет сидеть, как бы мужчина пребывать в каком-то своем обыденном состоянии, да, стационарном. Но стационарном не то, что он там сидит в потолок, плюет, нет, а просто в своей вот некой обыденности, да, некой обыденной жизни. И его вдруг чем-то вот как-то накроет, да, вот как некий такой страх, что, блин, вот я должен, да, если не сейчас, то это все, все. Еще здесь у мужчины может сны быть или какие-то, как, даже не знаю, какие-то, как это назвать, дежавю, но это не дежавю, образы возникать, да. Это как переключаться, это ты находишься в одном месте, потом ты переключился, тебе показали картину другого, это как вдруг в пространстве открыть окно и посмотреть другой мир. И вот здесь по-разному у мужчины может быть как бы утрата этой женщины, да, но это будет утрата из прошлых каких-то воплощений, из прошлых воплощений, да, и вот это вот чувственное состояние потери и утраты. И вот именно это будет являться импульсом начала этого движения. Поэтому он здесь выходит рыцарем чаш. Здесь женщина верит в то, что давая свободу вот этому мужчине, он выйдет в нужное состояние, да, то есть он обретет вот эту вот целостность. Она верит в этого мужчину. И обретет вот эту целостность, здесь как бы она верит, что он выйдет как в короля жезлов для преодоления. Король жезлов это кто? Это человек действий, да? Сильный, решительный. Для того, чтобы преодолеть как бы некие ограничения. Ограничения, которые могут быть разного рода. Свои собственные мыслительные, да, ограничения. Ограничения в виде расстояния. Ограничения в виде там некой занятости, да, что вот так вот, там, не знаю, слишком какие-то деловые, да, там. Здесь очень интересно, я бы так сказала. Несмотря на то, что я так задумчиво это все излагаю, но здесь все очень интересно. Мне интересно, та пара и эта пара, это та же самая пара или это разные пары? Если это та же самая пара, то здесь энергии уже изменились. Почему мне интересно? Потому что здесь чуть-чуть другие энергии, нежели у того расклада. И вот у этой пары они находятся как бы уже недалеко от точки как бы встречи. Да, вот здесь очень интересно. Что нам тут дополнительно скажут?
мысли, чувства, действия со стороны, в общем-то, мужчине к своей женщине. Но вот опять здесь у нас дублируется вот эта вот потеря, да, какая-то чувство потери и вот этот вот некий очаг жизни. Я приду, тебя спасу, да? Я приду, тебя спасу, он говорит. Вот. Жди меня, и я вернусь. Только ждать не надо ждать. А женщина здесь говорит мужчине, что я тебя спасу, да? То есть здесь два спасателя, которые друг друга спасают. Опять-таки, есть вот этот вот некий бесплотный мир, на первый взгляд. Но здесь очень интересно. Здесь вот смотрите, вполне они, эти арки, но в одном случае он как бы бесплодный, да, то есть на первый взгляд как бы там ничего нету, а на самом деле там есть дом, да, и вот она говорит, я, говорит, тебя спасу, я тебе помогу, укажу тебе как бы направление. И в целом вот здесь это соответствует. И мужчина здесь, насколько он осознает, что как бы его чуть-чуть ведут, он здесь это все воспринимает как некое провидение. Но здесь не все от провидения. Здесь просто от самой вот этой вот системы взаимодействия вот этих энергий, да, вот этих вот сущностей. Совет нам дайте для мужчины в отношении звездной женщины и для женщины в отношении мужчины. Другую колоду взять. Какую? Ты думаешь? Чудо чудесное. Совет для мужчины в отношении женщины. Ну, в общем-то, вы видите, да? То есть здесь не перекрывайте своей как бы песни, как-то не душите свою песню, да? Ничего не бойтесь. То есть здесь должен присутствовать опять-таки легкость, четкое видение цели и некий такой азарт и авантюризм. И опять-таки вот эти вот и про знания, то есть обращайся в глубину, да, про творческий подход, и все это вместе соединяет, и вот соединяя в некое такое напористое, опять-таки, некое такое искристое действие. Ну, не знаю, может быть, пишите музыку, сочиняйте стихи. Ведь не зря же пели серенады женщинам, да? А для женщины здесь какой совет? А здесь для женщины никуда не сворачивать вообще. То есть здесь идет просто тотальное перерождение. Оно произошло, это перерождение. Это тотальное перерождение, оно произошло. И оно идет дальше каким-то... Слово. Какое это слово? Как это назвать? Я не знаю, каким это словом назвать. Но это дальнейший процесс, который идет за тотальным перерождением.
То есть перерождение полное, оно произошло. И это идет как будто бы нет, не подходит это слово трансформация. Здесь перерождение произошло, и это идет как бы как ребенок растет, да, вот как ребенок растет. Вот здесь то же самое, только я вижу это в очень красивых процессах. Здесь очень, здесь, короче, вот как оно есть, вот куда ты идешь, как ты идешь, что ты делаешь, что ты начала новое делать, да, то ты и продолжай делать. И все внимание на свое состояние. На свое состояние и, в общем-то, все. И ни о чем не думай. То есть здесь очень красивый идет процесс. И ты должна четко знать, вот мне хотят, чтобы я уточнила, да, что ты, в общем-то, свой прежний путь ты закрыла. То есть это уже совершенно другая временная событийная ветка. Это уже совершенно другое пространство. Ты в нем пребываешь уже. И не позволяй сомнениям своим, да, каким-то образом кидать якоря в твою старую как бы ветку, да, то есть не делай этого, пребывай вот в этом своем процессе. А мужчины говорят, что здесь вполне возможно вам действительно захочется петь, танцевать, стихи сочинять, да, там, не знаю, припрыжку прыгать или еще как-то. Тоже не отказывайте себе ни в чем. То есть должна быть полное вот пропускание этих импульсов через себя, да, что бы там тебе не захотелось сделать, я не знаю, стену раскрасить. Ну, главное, чтобы было красиво и не нарушать общественного порядка. А там, пожалуйста, у себя в квартире можешь стену раскрасить и списать ее стихами, да. Вот здесь про мужчин говорят. Ну, в общем-то, на этом я с вами прощаюсь. Делитесь своими комментариями, если будет такое желание. Мне интересно.